Ребят, всем привет! Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И ролик сегодня посвящен тому, что многие пишут, как я после химии, когда я должна умирать, но я еще занимаюсь собаками. На самом деле, да, очень тяжело. И тем более тяжело сейчас это все делать полностью на моих плечах, когда тем более съемный дом начнется. Вот сейчас станет тепло, весна придет, нас в любом случае выгонят. Попросят. Многие писали, что обратитесь в приют, и волонтерам обратиться больше как бы в городе не к кому. Единственное, что Аня, мы показывали ее хозяйство, показывали уже ее историю. То есть Аня единственная, кто протянул нам руку помощи и готов взять моих собак. Вот, этот дом Аня брала в ипотеку сколько лет назад? 7 лет назад она уже здесь живет, и когда начались проблемы с выплатой ипотеки... 4 года платила, потом начались проблемы. Банк навстречу не пошел, каникулы не дал. Этот дом выставлен на торги за 1 600 000, то есть торги уже одни прошли, и 1 600 000 была стоимость. Ну, пока как бы его никто не купил. Сами понимаете, что если как бы найдется желающий, кто купит, приобретет этот дом, то Аня со всеми своими собаками, у тебя сколько, 105, 108 ты считал? 105. Со свою 105 собаками окажется на улице. То есть можно, в принципе, с вашей помощью помочь и мне, и моим собакам, чтобы они были в безопасности. Также помочь Аниным собакам и Ане. Мы уже говорили неоднократно, что мы обращались весь этот год, в принципе, мы искали землю, обращались неоднократно, и Аня обращалась к местным властям, области, в администрацию. То есть о том, чтобы дали какую-то просто землю. Нам отказали. Аня жаловалась на Кремль.ру, спустили обратно сюда, к местным властям. Ответа нет. То есть выбить землю нереально. Поэтому, как бы, насколько это все еще затянется, вопрос вся эпопея с землей, с приютом, с полноценным, неизвестно. Но как бы у нас горят сроки, потому что не сегодня, завтра и мои собаки могут оказаться на улице, и Анины. Можно объединиться и поэтому выкупить этот дом. Выкупить этот дом, да. Здесь, ребят, сейчас я перебью, здесь 27 соток земли. 22? 22 сотки земли, ну какие-то постройки там, вот капитальные, не капитальные. Везде, в принципе, собаки живут, вот, то есть тут, грубо говоря, вот этот пятачок можно построить сейчас вольер для Машиных собак. Ну просто если тут тоже найдется покупатель, получается, и этот дом купят, то, ну сколько там, неделю-две и тебя попросят. Ну да, поэтому мы и торопились, получается, уже сколько, 2 год даже, да, ну летом будет 2 года, как я пишу везде, то есть прошу землю, чтобы было в случае чего хотя бы куда вывести их, потому что у тебя самой... официально оформлен как приют, то есть... Да, то есть не здесь как приют, а вообще просто оформлено оно, от которого скорее больше проблем и расходов, чем пользы, как говорится, вот, для них. Потому что пока всему научишься, как правильно отчитываться, даже за то, чего у вас нет, штрафуют и за это, то есть то, что мы не отчитали за имущество, которого у оно фактически нету. Ты чего? Штрафанули нас за, что у нас нет по оно отчета, а у нас даже не было еще счета, мы его только открыли, оно и еще даже счет не открыли. То есть, в общем, у нас помогать не будут, а еще и даже если уже ничего нет, шкуру снимут. Как-то так. И вот поэтому, то есть, ни банки, ни государство нам навстречу не идут. Поэтому я вот в панике уже 2 года ищу землю. Мы сначала бились через суд, естественно, как говорят по определению, да, что суды всегда занимают сторону банка. Ну да. Вот. Мы не смогли отстоять то, что я подавала на кредитные каникулы, что мне долго морочили голову, почти полгода. 3 мне отказывали. И поэтому, то есть они выставили все-таки его на торги, как по банкротству. Вот я начала в панике искать землю, хотя бы сельхоз, чтобы в случае чего было куда вывозить животных. Ну, самой-то проще, можно снять что-то и жить, Ну, а да, вот да. их 100 голов куда.
С собой в Вот. съемную квартиру не заберешь. Да, то есть в том-то и дело, и дом не снимешь, никто тебя не пустит с таким поголовьем, например, в Да частный тут дом. 20-то и то сидим как на пороховой бочке. Да, вот поэтому как бы вот проблема остро стоит. К сожалению, пока достучаться до властей не удалось. Вот сейчас, не знаю, написала на Кремлин.ру, что местные власти не хотят помогать. Вот. Они сказали, что все равно спустили это опять в область. Поэтому сейчас жду ответ от области. Ну, думаю, что, скорее всего, будет то же самое. Ну да, вот такая ситуация получается. Но как бы просто пришла такая идея в голову. То есть и тем самым, ну тоже 1 600 000. За 1 600 000 можно купить дачу. Вот, Ну да, многие как бы пишут, я что это за облачные цены, но у нас дача стоит с домом. Чтоб пришел и более-менее, жил, да, построил 1 600 только 000. вольеры. Кто-то написал, что там можно купить за 150 000. Ребят, ну за 150 000 можно купить дачу 5 соток без... С вот таким сараем. Ну, это вот как у тебя Ну, было, с вот таким да, то сараем. есть куча проблем с соседями, то есть потому что они вот прям вплотную. Вот, к а тебе. здесь То как есть, бы и уже опять же, вы нажитое пишете, что место. дача не вариант, а здесь уже, в принципе, Аня живет, и то есть, если мы сейчас объединимся, построим вольер, вывезем сюда собак, тем самым и у меня освободится время на более интенсивное лечение. Ну и как И человек будем... ответственный, который уже Плюс я же живу здесь тоже. да, То ухаживает. есть я их все время, они контролем, я езжу только в город на работу, мотаюсь. А так я с ними Поэтому же всё это, время. Мне наверное, кажется, лучше варианта лучше нету. вариант, Пока да. на данный Ну, пока момент. на данный момент, да, так как землю не удается пока выбить, будем, конечно, все равно пытаться, потому что, во-первых, земли нужно больше, естественно, не 22 сотки под нормальный приют. Земля должна гектарами мериться. Вот. А во-вторых, как бы, ну, удаленность, конечно, хорошо, когда все-таки вообще поблизости никого нет. Ну, И ну да, и, никто не и может особо, никаких как сказать, претензий. Но и- опять же, сколько это продлится, вся эпопея, да, это Да. может быть и год, может быть и 5 лет. То есть до этого еще очень далеко. До этого, да, надо как-то Сейчас дожить. есть проблема и у Ани с домом, то есть и они могут остаться на улице, и у меня такие проблемы. И то есть, в принципе, с вашей помощью мы можем решить две проблемы одновременно. Естественно, мы будем приезжать, помогать, что-то делать, что-то строить. помогать убираться. То есть Укреплять. мы их не Главное, бросим. чтобы зима побыстрее кончилась, потому что она очень усложняет жизнь, очень. В этом году еще очень много снега, поэтому очень тяжело. У нас, ребят, есть счет отдельный на дом, то есть все деньги, которые вы присылаете. Ну, присылайте на реквизиты, которые Ну, вы оставлены на присылаете канале, реквизиты а переводим канала, мы их... перекидываем их, если там есть пометка на дом, мы перекидываем их на этот счет. Любая помощь, она очень важна, то есть и любая копеечка, как бы это нет, ну, огромный вклад в эту идею, в создание, то есть из маленьких сумм тоже может накопиться большая. И поэтому прошу вас поддержать меня и подарить хвостатым свой уголок какой-то безопасности, чтобы они не остались на улице. Да, то есть выкупив дом, можно будет спасти уже 120 собак. Всех То есть вот так вот. Вот. Но пока, когда следующие торги, ты не в Пока не курсе. знаю, меня известили о том, что то есть, торги прошли безуспешно, и управляющий по банкротству отправил предложение в банк продлить еще на полгода, то есть реализацию. То есть, соответственно, они известят, я думаю, когда будут следующие торги. То есть, возможно, даже цена пойдет еще на понижение. То есть, обычно же как-то говорят вот так. Ну да. Я не сталкивалась, но говорят, что то есть, может даже стать еще подешевле. Вот. И то есть рано или поздно, то есть зависит от того, насколько они уронят цену, Да. покупатель найдется. Ну, конечно, 22 сотки, Но тут опять даже же, мы вот не так знаем, через сколько могут быть торги. Они могут быть через полгода, могут быть через месяц. могут быть завтра. Ну, Ну, да, это уже надо образно. будет, если будет о чем говорить, можно будет связаться с этим парнем, забыла ее фамилию, имя. Он вообще в Москве, то есть он не оренбургский. А, кто ведет это Да, дело по твоему да, дому? Да, управляющий по банкротству, он с Москвы мне звонил, московский номер, он сказал, что он находится там, то есть он это все ведет дистанционно. Вот. И поэтому, то есть можно будет связаться с ним, узнать, может быть, как-то говорить, чтобы именно мы выкупили. Мгм. Не знаю пока, как это выглядит, это Ну, надо тут, узнавать, как положено э, по закону. Это всё. Мгм. Ну да, то есть, опять же, это все, если вот сейчас все собираем, юридически это будет все оформлено, и как бы
чтобы проблем с этим уже не было. Вот, но и Ни с также чем. нужна будет помощь на постройку вольера, на приобретение будок, потому что будки, которые есть у меня, их мы сможем привести только когда все растает и будет тепло, потому что я посмотрела, это нереально их отковырять. Если мы начнем их отковыривать, оно просто все развалится. То есть нужно будет просто заказывать новые будки и ставить. Ну, а пока вот это как заготовка, не знаю, мы будем сейчас смотреть, и надо что-то строить, раскапывать придется и строить. Да, это будет, конечно, тяжело. Но ничего, будем делать. Ребят, нам нужна ваша поддержка. От этого зависит теперь уже, в принципе, объединимся мы в любом случае, то есть я вывезу. Но теперь как бы зависит не 23 жизни, а 100. Ну да, вывозить сюда, а насколько по времени, неизвестно. Да, То и есть. мы можем сделать такое одно большое дело, обезопасить наших хвостиков и подарить им спокойную жизнь до того, пока мы не разберемся со всей этой бюрократической системой и не построим, наконец, полноценный приют. Вот. Поэтому помогите и, надеюсь, вы нас поддержите и не бросите. Ну вот, ребят, территория вот от желтого вон того вон столбика, грубо говоря, вот гаражики, они на собачке. Кто не видел, новые подписчики. Ребят, вот, пожалуйста, двор. Здесь находится нефункционированная больница, то есть, которая не работает. Здесь соседи, проблем нету с ними. Вот, даже окно открыто у соседей и ничего. Вот такой двор, 22 сотки, это дом. То есть Аня здесь живет со своей мамой. Здесь живут собаки. Ну ничего, вот такая территория. Да, сейчас выйду на улицу еще. То есть вот так вот, чтобы наглядно было, а то мы там где-то на задах стояли. То есть вот лицевая сторона. Вот он, дом в деревне, то есть, как получается. Вот это все, вот двор, то есть и пошли туда, вглубь. Вот такие пироги.